Приветствую вас, дорогие друзья, на моем канале. Приготовим сегодня этот замечательный кето-торт. Всего лишь 3 углевода на 100 грамм, вы представляете? Он невероятно полезный, а еще больше он безумно вкусный. Начнем приготовление с крема. Мы возьмем, накрошим какао-масло, какао тертое и добавим пудру эритритола. И именно пудру, потому что эритритол в жирах не растворяется. Ставим на водяную баню и топим. У меня прям крутой кипяток. По сути, мы сейчас с вами делаем шоколад, только что не темперированный. Мы хорошенечко топим, перемешиваем. Если вы захотите, вы можете взять стевию, но стевии понадобится гораздо меньше. Сладость нашего крема будет полностью целиком зависеть именно от этого шоколада. Другого подсластителя сладости у нас не будет. Берем сливки, кипятим их, доводим до кипения, но не кипятим. Вот по краям, как только пузырьки образуются, значит наши сливки достаточно нагрелись. Соединяем их вместе, наш шоколад и такие доведенные до кипения сливки. И хорошенечко размешиваем. Очень удачно это сделать погружным блендером, но у меня, к сожалению, его нет. Поэтому приходится просто размешивать лопаткой. Хорошенечко размешиваем. В конце добавляем масло сливочное, которое у нас должно постоять при комнатной температуре, быть достаточно теплым. И также помешивая, растворяем его в нашем креме. Вот достаточно такая, смотрите, красивая эмульсия у нас получилась. Здесь у меня немножко кусочки, но если бы это у вас... вы пользуетесь погруженным блендером, то они, конечно же, все будут растворены. Их не будет. Вот такой у нас замечательный крем. Мы теперь его с вами накрываем пищевой пленкой в контакт обязательно. И ставим в холодильник, ну, минимум часа на 3. Ну, он может простоять и ночь, ничего страшного. Только когда вы достанете его, пусть он у вас при комнатной температуре постоит минут 10 под пленкой. Не снимаю, минут 10-15. Вот, и отправляем мы сейчас наш крем в холодильник стабилизироваться. Пока он у нас жидковатый. Берем с вами сухие ингредиенты и будем сейчас готовить коржи. Туда соединяем наш разрыхлитель и какао вместе. Обязательно миндальную муку и какао надо просеять через сито. Все это вместе соединяем, потому что так будет легче вмешивать какао, наши сухие ингредиенты. Затем с вами возьмем сливки, у меня они густые, также доводим их до кипения, но не кипятим. И немножко остывает, пока у нас мы забьем с вами белки с эритритолом. Взбиваем тщательно, но не прям до крепких пиков, но при этом, чтобы они были очень хорошо взбиты, и когда мы их могли бы посуду перевернуть, они у нас не лились из посуды. Вот, теперь берем желтки и можем прям этим же миксером взбить вместе с солью, чтобы они у нас не слегка увеличились в объеме. Я добавила щепотку соли в наши желтки. И вот так хорошо, тщательно взбиваем. Больше миксер нам не понадобится. Можем его убирать. А нашу яичную смесь соединяем с нашими теплыми сливками. Таким вот образом. Можно взять и кокосовые сливки. У меня сливки здесь жирные. Добавляем экстракт ванили, у кого есть. Если нет, можете не добавлять. Ну или ванильный сахар попробовать. Но это не очень полезная вещь. Вот мы часть 1/3 белков добавляем в желтковую смесь. И вот так вот аккуратненько, чтобы не осадить наши белки, мы вмешиваем. Так нам будет легче размешать нашу муку. Высыпаем сухие ингредиенты. И вот снизу вверх помогаем и хорошенько размешиваем. Прям вмешиваем все это. Затем добавляем оставшиеся белки. И вот такими движениями стараемся только, чтобы у нас не сели они, были пышненькие.
мешаем оставшиеся все белки. Следующий наш шаг, нам теперь поместить форму. Можем взять вот такие силиконовые формочки, есть на 3 штуки, разделить наше тесто и поставить запекаться. Но я понимаю, что у вас нет таких вряд ли форм, поэтому возьмем обычный противень. У меня он 32 на 25, пергаментом или силиконовым ковриком, если есть. Накрываем и нашу выливаем смесь нашего теста. То есть получится у нас наш торт такой несколько квадратный или прямоугольный, но не круглый. Конечно, в кругленьких формочках это проще делать. Но мы вот круглые, если у вас есть форма, желательно 15-16 сантиметров. Делите на 3 части, и потом одну часть надо будет просто также на противне запечь. Вот, немножко постучали, чтобы она так слегка у нас равномерная была. И отправляем в духовку прям ненадолго, минут 5-7 при температуре 180 градусов. Смотрите, чтобы у вас не пригорел. Такой был достаточно плотный, но внутри не был жидким. Когда мы достали горяченьким, мы с вами даем им остыть, не вынимая. Единственное, что вот я тут постаралась, пока горячие, борта отсоединить и нарезала на 4 таких примерно одинаковых коржа. Это пока горячий. Но пока он не остыл, не достаем, потому что это будет просто даже невозможно сделать, все развалится. Вот таким вот образом мы с вами отсоединили и пока горячий нарезали. А теперь, когда у нас уже остыли коржи полностью, мы их с вами лопатки с помощью хорошей стараемся отсоединить. Очень это трудненько сделать. Я первый раз делаю в противне, обычно пользуюсь, конечно, силиконовыми формами, но кажется, у меня получается. Надеюсь, у вас тоже все получится. Да, получилось, ура! Вот такой вот замечательный коржик у нас получился. Отделяем также еще 3 штуки, а с 4-м покажу, что мы сделаем. Если у вас есть возможность, вы можете заранее испечь эти коржи. Вот 3 коржа нам понадобится на сам торт. А вот это все, что у нас осталось, вся эта крошка, она нам нужна будет. И вот этот оставшийся кусочек просто разминаю. И, конечно, при комнатной температуре пару дней ему поставить посохнуть. Но поскольку я это делала в этот же день, я отправляю в духовку подсушиться при температуре где-то 60 градусов. Подсушенный я его через сито перетираю, чтобы у нас получилась вот такая крошка. Это будет для декора. Теперь собираем торт. На блюдо мы ставим шторт, берем нашу пропитку, это остывший кофе заваренный с эритритолом, и еще можно добавить коньяка или другого несладкого спиртного. Можно не добавлять. Хорошенечко пропитываем, прямо очень хорошо. Такой у нас будет кофейно-коньячный. Вот, подтираем салфеточкой бумажной, так что какие-то грехи не страшно. Берем наш с вами крем, намазываем сверху. Это я вот только достала, он еще, видите, у меня такой 4 часа простоял, с трудом мажется. Намазали один слой, другой выкладываем, также пропитываем, так все 3 коржа делаем. Промазываем их кремом, пропитали и промазываем кремом. Вот он уже стал помягче, постоял немножко, уже стало полегче это делать. Мне нравится, чем вот этот торт, что я не очень непрофессионал, не могу выравнивать красиво, поэтому здесь какие-то грехи. То есть мы со всех сторон, сверху и с боков обмазываем нашим кремом. То есть вот 3-й коржик, и потом с боков все обмазали. Вот то, что у нас немножко так неровно, ничего страшного. Мы сейчас делаем такой декор, который очень простой, пластиковый. Нам понадобится такая
лопатка. Мы просто берем туда, видите, и вот снизу вверх протягиваем и делаем такой декорчик. Видите, у нас даже там она ссыпается, мы можем прям подцеплять и продолжать кверху вести. И вот прям так вот со всех 4 сторон сбоку мы с вами нашу вот эту крошку сухую, просеянную через сито, вот таким вот образом мы делаем наш бархат. То есть все просто. Лишнее потом мы уберем. Ну а сверху все очень просто. Высыпаем на ситечко и вот просто так вот засыпаем наш торт. Он становится такой бархатный весь. То есть смотрим, где там не хватает, где побольше, где поменьше. Помогаем вот палочкой так себе, лопаткой пластиковой. И вот так у нас с вами простой очень декор. Мне как-то я увидела где-то и очень понравился. Думаю, как раз для таких, как я. Ну вот смотрите, какая прелесть получилась. Лишнее убираем. Очищаем бумажной салфеткой, и в результате вот у нас получился такой тортик. Можете его декорировать по желанию. Например, у меня есть на канале конфеты, сделать из них трюфельки, поставить. Или вот как я гранат положила. Вот, давайте мы его с вами разрежем, посмотрим, как он выглядит у нас внутри. Как сказали некоторые друзья, которые уже пробовали, говорят, вкуснее этого торта ничего нет. И я согласна с ними. Потому что он невероятно полезный. Посмотрите сейчас, как он выглядит изнутри, как обычный торт. Очень вкусный. Попробуйте обязательно его сделать, не пожалеете. Также пишите ваши комментарии, пожелания. Я буду очень этому рада. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписался. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные рецепты. Всего вам доброго!